Авария на круизном лайнере Crown Princess. Круизный лайнер Crown Princess – жемчужина флота компании Princess Cruises, который ослепляет своей красотой с момента вступления на борт корабля и сразу же очаровывает своим комфортом, ожидаемым от лайнеров подобного класса. Круизный лайнер спущенный на воду 9 сентября 2005 года. Длина круизного лайнера – 290 метров, ширина 36 метров, высота 62 метра. На борту лайнера имеется 1541 каюта, корабль способен разместить на борту до 3674 пассажиров. Количество обслуживающего персонала составляет 1200 человек. Корабль плавает вокруг Южной Америки. На борту непринужденная атмосфера, большое количество развлечений с богатым выбором ресторанов, баров, дневных и вечерних развлечений, а также имеются классический театр и кинотеатр под открытым небом. Не прошло и года эксплуатации круизного лайнера, как произошел инцидент на лайнере в июле 2006 года. У берегов американского штата Флорида на круизном корабле Crown Princess, который направлялся в Нью-Йорк, произошел инцидент примерно через час после выхода из порта Канаверал, незадолго до нештатной ситуации. 18 июля 2006 года, через час после выхода из своего последнего порта захода в порт Канаверал, Crown Princess сообщили о крене или крутых поворотах. Береговая охрана Соединенных Штатов связались вскоре после того, как и экипажи прибыли в течение нескольких минут, чтобы помочь судну. Круизный лайнер возвращался в Нью-Йорк, и было принято решение вернуться в порт Канаверал из-за того, что первоначально считалось неисправностью рулевого оборудования, что привело к серьезному опрокидыванию судна и травмам. Однако Национальный совет по безопасности на транспорте США обнаружил, что второй офицер, старший помощник на мостике, отключил режим автоматического рулевого управления интегрированной навигационной системы судна после того, как он ввел судно в то, что, по мнению офицера, было необычно тяжелый поворот влево и ручное управление рулем. Второй офицер несколько раз повернул штурвал сначала влево, а затем из левого борта на правый, в конечном итоге заставив судно крениться еще больше, до максимального угла около 24 градусов по отношению к правому борту. Серьезный крен повалил пассажиров-членов экипажа, воду в бассейне и все остальное, что не было обеспечено на палубах. Пассажиры на борту круизного лайнера, который был близок к опрокидыванию в результате ужасного инцидента у побережья Флориды, рассказали, как они боялись, что их выбросит за борт. 280 пассажиров пострадали, а 14 были доставлены в больницу после того, как круизный лайнер Crown Princess резко повернулась на правый борт в 11 милях от порта Канаверал, затопив верхние палубы водой из своих 4 плавательных бассейнов и отправив мебель и пассажиров летающими по палубе. «Вода хлынула из бассейна, как мини-цунами», — сказал Том Даус, пассажир из Нью-Йорка, который загорал на верхней палубе, когда круизный лайнер неожиданно наклонился. Людей, которые были в бассейне, выталкивало наружу. Столы, стаканы, шезлонги полетели. Я просто цеплялся за перила. Другой турист, Джон Джойс, который был на нижней палубе, со своей женой Ребеккой, когда лайнер накренился, ему пришлось увернуться от мебели, летящей на него. «Я наблюдал, как проплывает мимо рояль», — сказал он. Одна женщина, которая долго находилась в больнице, была отброшена к стеклянной стене на палубе и покрыта стульями для бассейнов и водой из самих бассейнов. На несколько секунд она оказалась в ловушке под водой. Один пассажир сказал: «Все окна были разбиты. Верхняя палуба выглядела так, как будто ее поразил ураган». 14 пассажиров и членов экипажа получили серьезные травмы. У одного из них возникли проблемы с дыханием после удара в грудь креслом, находящимся в воздухе. И еще 284 получили легкие травмы. Вода из 4 бортовых бассейнов лилась на лестницы и шахты лифтов.
Большинство травм было нанесено на открытых площадках палуб, где большие шезлонги и столы ударились и повредили пассажиров. Другой областью, где было много раненых пассажиров, были балконы в большом атриуме. Многие пострадали от падающих предметов и тяжелых мраморных столов. Пресс-секретарь Princess Cruises, входящий в состав корпорации Carnival Corporation в Майами со штаб-квартирой в Саутгемптоне, заявила, что на борту находятся 3080 пассажиров, в том числе 58 британцев и команда из 1200 человек. Некоторые пассажиры действительно получили серьезные травмы. Также есть многочисленные сообщения о травмах, таких как порезы, синяки и переломы, сказала она. Десятки машин скорой помощи встретили судно у пристани и доставили 94 пассажира в больницу. Стэн Пейн, исполнительный директор администрации порта Crown Princess, сказал, что около 20 травм были серьезными, включая переломы костей и вывих суставов. Пейн сказал, что один взрослый и ребенок находятся в критическом состоянии. Но вчера круизная линия сообщила, что 3 пассажира и 2 члена экипажа остались в больнице, хотя ожидалось, что они полностью выздоровеют. Кроме того, 1600 пассажиров уже покинули Crown Princess, а около 1850 остались на борту. Дело было передано в береговую охрану США для расследования. После внутренней проверки, проведенной Princess Cruises, ее президент Алан Бакелью публично заявил, что инцидент произошел из-за человеческой ошибки и были произведены соответствующие кадровые изменения. С одобрения береговой охраны и властей флага Бермудских островов судно вернулось в строй. Всем пассажирам этого злополучного круиза было предоставлено полное возмещение, а пассажирам следующего круиза было возвращено 50%. С тех пор Crown Princess возобновила свой рейс. Нормальный график. Федеральные следователи обвинили члена экипажа в ошибке рулевого управления в том, что круизное судно попало в опасный крен вскоре после того, как оно вышло из порта Канаверал в аварии на море, в результате которой пострадали почти 300 человек. Второй офицер на борту круизного лайнера Crown Princess отключил систему автопилота, когда забеспокоился, что судно слишком резко поворачивает влево. Но когда он впоследствии несколько раз повернул штурвал, в том числе левее, а не назад в другую сторону, корабль внезапно повернулся почти на 24 градуса. Управление вторым офицером привело к реакции судна, которую он не ожидал, не понимал, и поэтому не мог исправить, как установил Национальный совет по безопасности на транспорте после полуторагодичного расследования. Агентство также обвинило капитана и штабс-капитана корабля в вводе неверной навигационной информации перед аварией, когда они двигались на относительно мелководье на высокой скорости, прежде чем переключиться на автопилот. В НТП также заявили, что члены экипажа на борту лайнера Crown Princess, которым управляет Princess Cruises, недостаточно обучены работе с его навигационной системой. Через неделю после аварии Princess Cruises подразделение Carnival Corporation из Майами публично обвинили в человеческой ошибке и заявили, что уволили персонал с действующей службы до завершения расследования. С тех пор управляющая компания Princess Cruises приняла множество мер, направленных на предотвращение возникновения подобной ситуации. Среди них дополнительное обучение палубных офицеров, усиленный надзор, улучшенные процедуры передачи и новые советники, которые отчитываются о работе на мостике, процедурах аварийного реагирования на борту и обучении персонала.